Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Сегодня предлагаю вместе со мной поискать клад в этом пакетике. Достался он мне за $1. Увидела интересные вещицы. Надеюсь, что этот пакет мои надежды оправдает. Увидела здесь вот нечто интересное. Не знаю, в каком это состоянии. В общем, подобрала. Давайте приступим. Спрашивают меня, где я беру эти пакетики. У нас есть свалки, это свалки платные, где можно найти абсолютно все, начиная там одежда, обувь, предметы для дома, все, что касается меня, интересует непосредственно только лишь вот такие пакетики. Бывают пакетами, что-то собрано вместе продается, бывает что-то по отдельности, но мне интересен именно сам процесс поиска. Вам тоже я это показываю и надеюсь, что поиски, кстати, вот в пакетах, они, как правило, бывают очень удачными, ну, буквально за бесплатно могут достаться и классные вещи, ну, и бывает так, что задорого можно приобрести и ерунду совершеннейшую. Не знаю, что здесь, как попасть вовнутрь. Вижу, что предметов немного, но давайте начну по порядку. Так, ну первое это бусы. Вот такие бусы часто встречаются. И мне кажется, здесь вот что-то самостоятельно присоединено. Мне кажется, вот эта удлинительная цепочка совсем не отсюда. Да, нет, все работает. Просто думаю, ее просто приделали, чтобы удлинить сами бусы. Это пластик. Ну, хотя довольно-таки интересные. Можно использовать для переделки. Можно в таком виде и оставить. Я думаю, что я переделывать не буду. Просто оставлю как есть. Так, следующий браслет. Мне показалось, что это браслет современный, но сейчас вот я вижу, что здесь кристаллы Аврора Бореалис. Я не знаю, в современных украшениях как-то тоже эту технику используют или нет. Напишите, пожалуйста, кто знает. Ну, вот такой вот браслетик. Вижу, что здесь натуральная кожа. Здесь вот что-то прессованное. Ну, в общем, на элементах из натуральной кожи есть кристаллы Аврора Бореалис. Не знаю, что это. Так, браслет на магните. Кстати, магнит очень крепкий. Маркировки никакой нет. Такой крепкий летний браслетик. Думаю, что использовать вполне его можно. Такой веселенький. Так, идем дальше. Здесь ключик. Ну, подвески, ключики тоже часто встречаются. У меня тоже есть несколько ключиков. Как подвеска. Маркировки нет, но в таком же состоянии. Не совсем, так сказать, презентабельном. Так, следующее. Брошь-пин. Вот такой Патрик в зеленой шапке. Брошь-пин. Нет маркировки. Ну, такой миленький, миленький Патрик попался. Ой, сегодня. Интересная вещь тоже. Так, давайте приступим к мешочкам. Вот то, что ради чего я приобрела этот пакет, схватила, это вот это. Не знаю, что это, браслет или серьги. Нет, это колье. Причем колье в отличном состоянии. Мне очень напоминает это кора. Так, сейчас маркировки. Нет? Нет, есть маркировка. Так, где моя лупа? Так, и это действительно кора с копирайтом. Какая прелесть. В отличном состоянии. Вот так обратная сторона выглядит. И радует то, что все вставки на месте. Потому что подобрать, найти практически невозможно. Если какая-то потеряется, отпадет. И, в общем-то, восстановить невозможно. Это люцит. Какая прелесть. Очень мне нравится эта техника. Основа такая слегка с желтоватым оттенком, как цвет слоновой кости.
цвет айвори. Сейчас, минутку, я вам покажу те люцитовые украшения, которые у меня есть. У меня есть вот такой браслет. Я вообще хотела бы, конечно, подобрать и браслет вот к этому колье, и серьги. Ну, в общем-то, не нашла, но покажу то, что нашла у себя в загашниках. Это вот такой браслет, тоже люцит, но здесь люцит, видите, прозрачный. И здесь вставки перламутра на таком фиолетовом фоне, на сиреневом фоне. Здесь эмаль, тоже браслет это очень люблю, но стараюсь не надевать, хотя думаю, что летом вполне может быть такой крупный, очень крупный браслет. По размеру мне хорошо. Так, следующее, что в моей коллекции люцитовые есть, это комплект. Вот тоже это браслет, но здесь люцит, видите, из таких блесток, каких-то блестящих палочек, тоже прозрачным люцитом залито. И тоже в отличном состоянии этот браслет, но маркировки нет. И, ну, скажем, вот в 50-е годы был очень популярен вот этот стиль украшений, крупные браслеты. Такая вещица. К этому браслету у меня есть колье. Тоже в той же технике, в том же стиле. Так, давайте вот этот новенький в сторонку отодвину и покажу ту часть коллекции, какая у меня есть. И есть у меня серьги-клипсы. Тоже в этой же технике. Здесь, по-моему, нет маркировки. Нет, без маркировки. Ну, вот так вот. Так вот серьги, колье и браслет. Ну, такая вещь, так сказать, на любителя, на какой-то торжественный выход. Тоже люцит очень люблю. И, мне кажется, очень похож именно... Так, минуточку. Вот этот браслет. Я почему-то подумала, что вот этот браслет может вполне подойти к моей новой находке. Но, как говорится, нет. Не тут-то было. Здесь нет маркировки. И они совершенно разные. Хотя вот по технике похожи. Здесь тоже и блестяшки какие-то есть. И вставки перламутра, галиотиса. Такая вещь интересная, да? Тоже мне. Так, и у меня, кажется, есть к этому браслету серьги, но серьги почему-то я не нашла. Так, и что касается кора, тоже, мои дорогие, сейчас, минуточку, я эту свою красоту отодвину. Тоже, вот я не знаю, к какой коллекции отнести вот это колье, так как это кора. У меня есть украшение тоже от кора. Вот такой браслетик маркированный. Так, тоже вот маркировка кора. Тоже такой красивый, с кристаллами. Здесь не отсутствие кристалла, а именно потемневший кристаллик. Тоже отодвину немножко. Ну, любители винтажной антикварной бижутерии, конечно, про компанию Кора все уже все знают. Единственное, скажем, тоже вот колье Кора. Сейчас покажу вам. Маркировка тоже. Разнятся сведения то ли в 1902 году, то ли в 1903 году. Эту компанию создал Эммануэль Кан в Нью-Йорке. И в 1903 году, представляете, как это давно было, присоединился к этому бизнесу Карл Розенбергер. И с этого времени украшения начали маркироваться как Кора. Создатели этих украшений. С этого времени украшения маркируются как Кора. И Кора создала несколько дочерних компаний. Все уже про это знают. И существовала компания Кора и все ее дочерние компании до 1992 года. В общем, все украшения от Кора уже в свой винтажный возраст однозначно имеют. Вот такое колье тоже
от Кора у меня есть. В общем, показываю это то, что вот успела найти быстренько. Вижу, что сейчас вот кристаллик один отлетел. Хорошо, что под камерой видно очень. Так, теперь нужно определить, откуда. Я думаю, что вот с этого украшения, да, вот тут вот кристаллик выпал. Нужно обязательно его вклеить. После видео обязательно вклею. Так, и пакетик у нас еще остался. Минуточку. Так, кристаллик спрячем. Вот это украшение. Тоже предполагаю, что тоже от Кора. Очень тут похоже и сам металл. Вот это вот техника. Так, и да, здесь тоже есть маркировка Кора. Сейчас, минутку, я вам покажу украшение, которое очень, что-то тут, очень похоже, в общем, чем украшение Кора, тоже можно, скажем, определить прямо с первого взгляда. Давайте сначала вот этот предмет великолепный рассмотрим. Красивая эмаль молочного цвета. А вот сейчас вижу здесь вот бусины и пины все в патинах. Нужно аккуратно мыть, потому что патина, она разъедает металл. И вы знаете, вот у меня тоже такое впечатление, как будто бы вот эта деталь совершенно к другому украшению относится. Это вот как раз то же самое впечатление, которое я сразу получила от того, как нашла следующее украшение. Сейчас, минутку, вам покажу, что у меня есть. А есть у меня вот такое колье. То же самое подумала я, что вот эта деталь, она совершенно не подходит, потому что здесь белые бусины. Здесь все-таки молочный оттенок эмали. Здесь тоже вот белые бусины. Но это родное, все родное. Здесь вот это украшение тоже было с патиной. Я его очистила, почистила аккуратно. И, в общем, вот такое колье. Ну вот, думаю, что коллекция подобных украшений у меня тоже собирается. И постараюсь поискать, найти именно украшения, которые выполнены вот в такой технике. Так, ну, кстати, вот здесь нет маркировки. Это может говорить о более раннем возрасте. Возможно, это украшение старенькое, старшего возраста. А здесь вот уже есть маркировка Кора. Соответственно, думаю, что вот это колье может относиться к 1903 или 1902 году. Еще до того момента, пока к компании не присоединился компаньон Карл Розенбергер. И вот когда он вступил в компанию, то, думаю, что вот маркировка Кора образовалась именно более старшего, более как бы позднее намного. Думаю, что где-то это 1900, ну, во всяком случае, более старшего возраста. Ну и думаю, что по стилю тоже можно это определить. Здесь вот такие миленькие цветочки, а здесь все-таки четкие линии, как бы прослеживается арт-деко в этом украшении. Мои дорогие, ну я этим пакетом рада, довольна, мои коллекции пополняются. Я очень рада, что коллекция от Кора именно с люцитовыми вставками тоже у меня пополняется. У меня, кстати, много украшений с люцитовыми вставками без маркировки. Напишите, если вам интересно, я покажу именно, зацепился крючочек, покажу именно украшения из люцита. Тоже, думаю, там будет вам интересно. Пишите свои впечатления, что вам больше понравилось. Понравился ли вам сегодняшний разбор. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.